Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы будем делать прогноз на 24 год для такого знака, как Девы. Прогноз будет коротким, потому что большой еще только впереди у нас. Ну и прежде всего посмотрим, мои дорогие, под какой эгидой, то есть что это будет за год для вас, Девы. Так. Так. Год завоеваний, то есть год, когда вы будете себя уверенно чувствовать, когда будут большие успехи, то есть вы будете где-то дальше, даже, скажем так, выше всех остальных, то есть когда вы будете подниматься, то есть достаточно ярко. Ну и теперь посмотрим у нас по месяцам. Опять же, повторюсь, это у нас короткий прогноз, да, все еще только впереди. Итак, по месяцам. Сейчас, одну секунду. Так, начнем с января. Смотрите, немножко такое в январе будет состояние, как бы, что не все получается, где-то какая-то вот такой дисбаланс небольшой, то есть вы как бы выравниваете себя, то есть еще не отходите, возможно, от праздников новогодних, да, и от этого года, то есть и как бы готовитесь к новому шагу, то есть к тому, чтобы двигаться. Февраль, то есть уже встает все постепенно на свои места, то есть когда вы начинаете взвешивать ситуации, когда вы начинаете понимать, что, ага, сюда идем, сюда не идем, то есть когда вот это вот все баланс такой приобретает, это уже хорошо, как говорится, но все это делается постепенно, немножко даже затянуто. Кстати, не очень хорошо какие-то дела в феврале начинать, большие, грандиозные. Следующее, март. Март вот у нас месяц такой яркий уже будет в этом плане. То есть здесь у нас потенциал открывается, творчество открывается, эзотерические способности. Все начинает развиваться. То есть когда вы будете в делах, то есть успевать все. То есть, скажем так, человек о двух головах, да, когда вы за все хватаетесь и все у вас хорошо получается. Следующее, апрель. Апрель будет еще ярче. То есть апрель вот как раз вы можете начинать все, что хотите. Все будет получаться. То есть будет уверенно идти. То есть вы прям можете новые фирмы открывать, то есть новые знакомства заводить. Тогда они будут долгосрочными. Все, что вот с новым, с нулевым, так называемым, это как раз на апрель. А вот в мае, да, немного будет остановка. То есть слишком много сил потратили, рванули вперед, и теперь будет происходить вот эта остановка, вас будут тормозить и говорить: так, дорогие, отдохните-то в конце концов. Потому что девы у меня так любят попахать. То есть вас будут просто притормаживать, поэтому здесь как раз вот не надо ничего. Все в апреле начинаем, в мае уже пусть оно идет своим чередом. Июнь. Июнь у вас будет небольшая, это уже апатия такая, то есть здесь нету яркого ничего такого грандиозного. То есть в июне вы как бы раскачиваете, то есть уже вот это вот лето на вас будет влиять, то есть уже хочется вот чего-то отдохнуть, надоело все, хочу к моречку, то есть вот такое желание. Зато июль и все, я скажу так, и все остальные месяцы. Так, зато в июле вот у вас начинается вот эта вот вторая, как я называю, половина года, которая будет заставлять вас действовать, и вы будете действовать, понимаете? И то вот это вот приход успеха, притом неожиданного даже может быть успеха, то есть то чего вы вообще даже не предполагали. Твердо стоите на ногах, уверенно смотрите в будущее, да, знаете, что вам надо. То есть вот это вот как раз все июль. В августе нужно быть немножко поосторожнее с растратами, поаккуратнее здесь, направо и налево не рассыпаем денежку, то есть немного ее придерживаем, потому что август будет такой месяц, когда идут растраты, хочется потратиться, хочется на себя, там еще на что-то, надо быть поаккуратнее. Сентябрь, время контактов, время договоров, время контактов, контрактов, то есть каких-то люди будут решать в семейном положении, к примеру, да, сходиться, не сходиться, то есть делать семью или не делать, да, то есть вот эти вот решения будут приниматься все у нас в сентябре. Так, дальше это у нас октябрь. Октябрь месяц будет такой золотой, да, месяц больше спокойствия, то есть когда ваше эго, ваше я развивается, то есть когда вы понимаете, что вы успешны, что вы можете двигаться, что у вас все получается. И ноябрь это как раз подтвердит. Там идет время побед, яркости, то есть вот прям на подносе все будет даваться у вас. Декабрь, да, подведение итогов, ну, я бы сказала так, смотрите, в декабре надо обратить внимание на свое здоровье, потому что вот этот вот, я не скажу стресс, но вот это движение вперед, вот это выброс сил, короче, вот он даст о себе знать вот именно в декабре, где появится небольшая слабость, и уже хочется отдыха, то есть подвести итоги и отпустить этот год. То есть такой год интересный для вас, на самом деле достаточно яркий тоже. Сейчас мы посмотрим, какой совет вам дадут руны.
Не бойтесь каких-то остановок, потому что останавливать вас время от времени будут. Так как вы затрачиваете иногда слишком много сил, вы рветесь слишком вперед, да, и иногда даже это происходит неосознанно. То есть поэтому время от времени вас будут все-таки останавливать. Но это не потому, что у вас не получается, а просто дают вам возможность отдохнуть. Вот и все. Так, мои хорошие, это у нас был небольшой прогноз уже на 24 год для такого знака, как Девы. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы напишите свои комментарии. Жду вас в будущих своих видео, жду на своих эфирах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всего вам хорошего. До свидания.